Привет, меня зовут Серега. Сегодня мы будем немножко окунаться в мою работу, в такую, скажем, часть ее, в подбор автоэмали в магазин, что это такое, какая у нас стоит лаборатория цветоподбора, сколько она стоит, насколько это практично ли работать со спектрофотометром. Мы, в общем, сделаем пример одной работы. Старенький Opel Astra, черного цвета, 20R у него код. На этой машине два порога красится. То есть эту краску можно сделать в переход. Насколько это быстро, я сейчас вам покажу. На примере нашей лаборатории. Это не последняя истина. Есть лаборатории лучше, есть хуже, поэтому здесь только выбор за вами. Просто это будет интересно, наверное, тем, кто хочет себе взять лабораторию в автосервис, либо открыть магазин по подбору автоэмалей. В нашем видео мы будем рассматривать вопрос скорости подбора цвета и простоту, насколько это практично вообще иметь лабораторию цветоподбора свою. Использовать мы будем скоростной прибор, спектрофотометр называется. Он не из дешевых, не на всех микс-системах он есть, в нашей он есть. Нам, опять же повторюсь, нужно сделать краску в переход, то есть там кое-какие погрешности мы имеем. Если мы захотим, мы можем с этим же прибором сделать корректировку, он сам ее сделает, эту краску абсолютно. Просто нам нужно будет 2 раза ее выкрасить. Некоторые эти лючки полируют, прежде чем фотографировать. Мы пойдем еще более ленивым путем. Мы просто его попшикаем обезжиривателем, чтобы зерна видны были. Сейчас попробуем показать. Вот здесь вот. Дальше берем спектрофотометр и фотографируем его в 2 местах, пока обезжириватель смачивает лючок. Здесь будет видно краску. Все, и подгружаем измерения эти в компьютер. Дальше он нам предложит некоторые виды этой краски, то есть компьютеру мы пока не сказали, что это Opel. И он нам предложит, допустим, Mercedes, Nissan черного цвета, еще что-нибудь. Вот, нажимаем автоматический поиск. Вот он нашел нам первый, который ему показался похожим, Honda Motor. Но мы нажимаем «Показать больше» и выбираем вот здесь Opel. Вот, и здесь есть вот эти 3 штуки с человечком, это значит, что эти 3 формулы уже сделал. Забыл сказать, что база нашего микса, она соединена со всеми по России, то есть выбираются лучшие наработки этих кодов цвета и подгружаются в общую базу. Потом можно просто даже не корректировать, а очень часто бывает, что формула будет в стык. Вот что касается вот этих вот 2 полосочек синеньких, если краска показывает белая шкала, что она между ними, значит, что очень хорошо подходит в переход. Вот их 3 штуки, но и все пишут 20R, Opel, это все. Ну, выберем самую первую и нажимаем принять. Нам на 2 порога понадобится где-то примерно, грамм 300 пускай будет краски у нас, на всякий случай. Выбираем 300, вот 0,3, вот он пишет 0,25, это минимальный объем краски, который нужно слить. Все, начинаем смешивать красочку нашу. Все, он нам показывает, что вот такого вот компонента нужно вот столько-то налить. И так дальше все будут переключаться по очереди. И в итоге сейчас я покажу, как это выглядит. Прежде чем начать нам краску смешивать, нам нужно сначала включить микс. Я его уже сегодня мешал, просто он уже стоял без смеси пару часов буквально. И вот все баночки, которые здесь вставлены шнеки, они начинают потихоньку крутиться. Сама смесь, то есть она разделяется на растворитель, связующее какое-то звено и сам пигмент красящий, для того, чтобы она была однородной и максимально мы были приближены к коду цвета, и к тому, что мы выбрали, нужно ее постоянно мешать. Минимум раз в сутки, но каждый раз, когда ставишь новую банку, нужно все время мешать микс. Поэтому раза 3-4 в день она спокойно мешается. Все, теперь баночку, которую берем, которая нам подходит под 300 грамм, это 500 грамм обычно берутся баночки, для того, чтобы, налив 300 грамм, было место, чтобы немножечко ее разбавить. То есть если 300 грамм мы наливаем, до 150 грамм мы можем долить туда разбавителя. То есть 2 к 1 она разводится. То есть 450 грамм у нас займет, поэтому 500 миллилитров баночка как раз для этого подходит. Все, берем, ставим баночку и теперь начинаем наливать. Снимаем сначала весы на 0 и потихонечку наливаем. Когда будете лить, не пугайтесь, если в вашем цвете у вас черный или синий, а у вас будет присутствовать зеленый или еще какой-то. Это обычная практика.
Вот все, мы слили краску. Сейчас мы ее выкрасим для того, чтобы я снял и показал вам тест с лючком, насколько они друг к другу подходят. Я думаю, если это смотрят более-менее опытные или даже не очень опытные маляры, они поймут, что в переход такую вещь можно сделать, покрасить. Вот, делать нужно 2 мокрых слоя плюс опыл. Вот мы налили немножко сюда красочки. Это как бы стандарт нанесения по покраске, и нужно как бы придерживаться всегда его. Для наших клиентов мы всегда так готовим краску. Используем пистолет SATA Digital, но это такой уже рабочий прям образец. 2000-й, старенький, с оплом 1.3, но хорошо достаточно работает. Как бы функцию свою он выполняет. Вот, это один мокрый слой, затем мы сделаем еще один точно такой же мокрый слой, и когда все это подсохнет, мы сделаем опыл. Обычно, когда последний слой мы делаем, то есть сделали 2 мокрых слоя, и нам нужно сделать опыл, мы вот так прикрываем пол теста, и сверху, получается, делается опыл, а снизу мокрая часть остается, которую делали мокрым. И потом лачим весь тест, и получается верхняя и нижняя часть очень друг от друга отличаются. Вот это все, что касается нанесения. Я сейчас сделаю 2 теста, и потом мы с вами приложим к нашему лючку и просто сравним, насколько они подходят друг к другу. Это вот первый выстрел из спектрофотометра. Я вам выкрашиваю его только для того, чтобы показать, как это все работает. Вот, в общем, мы видим, что может быть немножко совсем там фиолетового, что ли, много. Но опять же, мы красим пороги, мы не собираемся красить в стык какую-нибудь дверь, здесь просто сейчас преломление. Ну, в общем, поймать угол на камеру, конечно, сложновато, но глазами я вижу, что, в общем, на переход это очень даже хороший вариант. Вот. Также очень хорошо работать вот с таким спектрофотометром. Это если нужно какую-то бытовую там часть, дверцу или кухню, там что-то такое подкрасить, он может помочь намешать формулу. Все, в общем, с этой краской мы справились. Примерно нам понадобилось, может, минут. Мы выкрашивали еще и подсушивали, поэтому вышло примерно полчаса. А так сфотографировать на переход и слить краску, это примерно занимает минут 5 максимум. Поэтому подумайте, нужен ли вам микс для вашего автосервиса, или лучше довериться людям, которые этим занимаются. Это, конечно, выбор ваш, но сейчас, пройдя какой-то небольшой уже отрезок времени, проведенный с миксом, если бы я этим не занимался, я бы, наверное, все-таки возил бы лючки, как нам возят другие маляры, чтобы мы подобрали им краску. Ну, а что касается еще микса, здесь важно понимать, что нужно тратить постоянно деньги на компоненты, потому что бывает такое, что льешь краску, она там из 5-6 компонентов состоит, и понимаешь, что у тебя одного какого-то не хватает, он полностью кончился. Ты же не будешь ехать на склад ради одной банки и покупать только ее. Ты будешь, конечно же, заказ делать уже там побольше, 1000 на 40 хотя бы минимум, там еще каких-то расходников взять. Вот, поэтому для больших автосервисов, которые работают со страховыми компаниями, у которых большой объем работы, да, это, конечно, выгодно. Всегда иметь под рукой краску и свой склад. А для небольших это абсолютно невыгодно. Вот. Ну и если я был вам полезен, естественно, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, пишите комментарии, что вы об этом думаете, стоит ли вообще заниматься съемкой видео по поводу подбора автоэмали, автосервис, вот у нас еще есть тоже, как кузовным ремонтом занимаемся, а по поводу реставрации, там немножко занимаемся как хобби. То есть интересна ли была бы вам такая тематика? Все, всем спасибо за просмотр, пока.